Год 6463 от сотворения мира, 955 нашей эры. Отправилась Ольга в греческую землю и пришла к Царьграду. И царствовал тогда цесарь Константин, сын Льва. И пришла к нему Ольга, и увидел царь, что она очень красива лицом и разумна. Подивился царь ее разуму, беседуя с ней, и сказал ей: «Достойно ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев смысл этого обращения, ответила цесарю: «Я язычница, если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». И крестил ее царь с патриархом. После крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это, ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга», и дал ей многочисленные дары, золото и серебро, и поволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью. Многие из вас хорошо знают этот сюжет, имевший большое значение для дальнейшего выбора веры Киевской Руси. Княгиня Ольга выступает в нем не в образе сомневающейся, ищущей духовную истину, но как хорошо подготовленной к этому событию, можно даже сказать, очень грамотно подготовленной. И это, естественно, необыкновенная язычница, которая, впечатлившись величием Константинополя, решила принять христианскую веру. А человек, наделенный властью, хорошо понимающий и сознательно принявший решение, где и как она будет это осуществлять. Где же это место, в котором Ольга смогла получить такую подготовку и такие знания? Вы на канале Заметки жизни, и я, Игорь Дикун. Здравствуйте. Мы с вами находимся на монастырском острове реки Днепр в одноименном городе. Я предполагаю, что это именно то место, где княгиня Ольга могла получить знания христианской веры и подготовку к этому событию. И не только она. Через 33 года внук Ольги, киевский князь Владимир, на этом же острове составил план стратегии, как бы сейчас сказали, обретения православия для своего государства, Киевской Руси. И я думаю, что именно греческие монахи православного монастыря, существовавшего на острове, проконсультировали его в этом вопросе. Но посудите сами. Владимир не предпринимает для этой цели поездку в Константинополь. Ему есть что терять в случае пленения. А в чистосердечие Византии после гибели его отца Святослава он верил мало. В Ольгином случае она приезжала одна. Наследник Святослава оставался в Киеве. Он направляется на осаду Корсуня, Херсонеса, ближайшего к его державе крупного византийского города с большими храмами и православными иерархами. Там в Корсуне был епископ Херсонесский, непосредственно подчиненный Константинопольскому митрополиту. Так что крестить на высшем уровне было и кому, и где. Да и сам поход и осада Корсуня, мягко сказать, странноватая. Владимир старается взять город измором, а чтобы войско занять чем-то, приказывает насыпать насыпь к стенам, которую корсуняне из-под стен все время уменьшали. А когда берет город, не грабит, а посылает посольство в Константинополь, что хочет жениться на принцессе Анне и принять веру христианскую. Ну и где, вы скажете, он набрался таких знаний о хитросплетениях отношений в Константинополе? Я считаю, что здесь, в православной обители на монастырском острове. На место крещения Владимира Херсонесе, Корсуни, претендуют несколько храмов города. Хотя сразу необходимо оговориться, что точной привязки известных херсонесских храмов к конкретному святому не существует, только предположения. Базилика Святой Софии Премудрости Божией, упомянутая в Ипатьевской летописи. На эту роль претендует так называемая Уваровская базилика, хотя и есть другие мнения по поводу принадлежности этого храма к святому. Это одна из самых древних и значимых базилик Херсонеса, датируемая второй половиной V – началом VI века. Она, вероятно, была главным кафедральным храмом города в раннехристианский период, до строительства более поздних базилик. Возможно, князь Ярослав Мудрый в память об этом событии и посвятил новый главный собор Киева Святой Софии. Храм святого Василия, который упомянут в Лаврентьевской летописи, и по имени святого, которым Владимир был наречен при крещении. На эту роль претендует другой храм, так называемая базилика в базилике, центральный храм Херсонеса на тот момент. По мнению многих ученых, наиболее вероятный. Храм святого Иоанна Предтечи по символике крещения. По возвращении в Киев Владимир крестил киевлян. И сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна, и другие, и где творили им требы князь и люди. Это, скорее всего, была первая церковь Киевской Руси, тогда еще деревянная, с греческими священниками из Корсуни Херсонеса.
А затем, около 990 года, возвел и первую каменную церковь Киевской Руси Пресвятой Богородицы, Десятинную. Храм, который упоминается при заключении договора между Русью и Византией от 945 года, деревянная Свято-Ильинская церковь, существовавшая еще до крещения Руси, в которой в сопровождении греческой делегации христиан Киева привели к присяге, скорее всего представлял собой часовню на Подоле, в которой молились христиане-горожане, дружинники-варяги и заморские купцы. В ней вряд ли были люди, глубоко знавшие христианское вероучение, поэтому ближайшим к Киеву местом с такими знаниями и был монастырь на Монастырском острове. То, что Аскольд и Дир во время похода на Константинополь в 866 году крестились и по возвращении в Киев ставили церкви, ни в Лаврентьевской, ни в Ипатьевской летописях не упоминается. В других летописях это позднейшие вставки или сноски. Так что другого близкого места Киеву, где были бы греческие православные монахи и православные знания, просто не было. Теперь рассмотрим вопрос, что и монастырь на Монастырском острове нигде в средневековой литературе не упоминался. Возможно, и упоминался, только эту информацию никто не нашел и не ввел в научный оборот, а предметно в архивах никто и не искал. Вспомните знаменитый случай с рукописью Диего де Ланды «Сообщение о делах в Юкатане», которая пролежала 200 лет без надобности в мадридском архиве, пока ее не нашел Шарль де Бурбур в XIX веке и не представил научному сообществу. Возможно, рукописи, в которых информация о монастыре была, не дошли до нашего времени, но народная устная традиция сохранила память о монастыре на Монастырском острове перед порогами, а Гийом де Баплан отразил ее в 17 веке в своем знаменитом труде «Описание Украины». Да еще и на карту нанес, точно указал, какой остров имеется в виду. А епископ Феодосий Макарьевский уже в 19 веке рассказал эту же легенду в своих материалах для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. А к устной традиции не надо подходить со скепсисом, ведь и названия многих рек юга Украины древнего индоевропейского происхождения, то ли скифского, то ли кельтского, Днепр, Донец, Днестр, дошли до нашего времени. И нас это не удивляет. Греки, что имели письменность, называли их по-другому. Да и сами греки записали свою Илиаду и Одиссею только спустя лет 700 от описываемых событий. И достоверность самой Трои и разрушений в слое периода 1200-х годов до нашей эры уже археологический факт. А вот у нас с этим вопросом полное отсутствие. Проводившиеся археологические изыскания по берегам Днепра обходили стороной остров. Даже во время знаменитой Днепростроевской археологической экспедиции 1927-1932 годов, проводимой под руководством Дмитрия Яворницкого, занимались в основном обследованием тех участков русла Днепра, выше строящегося Днепрогэса, которые в будущем попадали под затопление. Большое внимание в черте современного города Днепр уделялось раскопкам на Игринском, Агринском полуострове. На нем Лепикаш в материалах комплексной экспедиции, изданных Всеукраинской академией наук в 1934 году, отмечает следующее. На околице городка Агриня, Игрень, в октябре 1932 года вместе с Миллером я обследовал две группы станций, которые открыл и где проводил раскопки Миллер. Раскопы на станцию номер 9. В раскопе найдены предметы сверху вниз византийского времени, амфоры, салтовской культуры 7-8 века нашей эры, готской 1-4 века, позднебронзового периода 3-2 тысячелетия до нашей эры. В 40-х, начале 50-х годов 20 века на полуострове проводил исследования Аркадий Добровольский, открывший неолитическую стоянку Игрень-8. В 60-80-х годах здесь работали экспедиции Академии наук Украины под руководством Дмитрия Телегина, которые выявили в том числе Игренский город русов и кочевников XI-XIII веков. Некоторые исследователи считают, что столица племени Уличей, Пересечень, размещалась на Игренском полуострове. Но в нашем рассказе это не важно. Главное, что поселения, в том числе и со славянским населением, существовали на полуострове до и во времена Киевской Руси, разрушенные, как и сам монастырь, во время монголо-татарского нашествия около 1240 года. В отношении археологических исследований Игренскому полуострову повезло, что нельзя сказать о Монастырском острове. Единственное упоминание о каких-то исследованиях на острове приводится в статье научного сотрудника Днепровского исторического музея Т. Семенчук «Исследование памятников палеолита на территории Приднепровья» за 2018 год.
О находках нескольких отщепов и остроконечника в 1961 году на тогда еще Комсомольском острове Н.Н. Карловым или Карповым, как пишут некоторые публикации. Но, как пишет автор статьи, установить их местохранение не удалось, как равно и отсутствует публикация о этих находках в научных журналах. Таким образом, их достоверность ничем не подтверждена. Как и утверждение о неких полостях на острове под памятником Тарасу Шевченко и цветником возле храма Святого Николая. Да и сообщение из местной прессы, что в начале 2000-х годов археолог Владимир Шалабудов нашел на территории острова византийскую монету. Вот и все. А то, что на поверхности острова не прослеживается наличие каких-либо зримых остатков монастыря, так и столицу Хазарию-Итиль, существовавшую в то же время и описанную многими путешественниками, тоже пока не нашли, а она по сравнению с монастырем несравнимо крупнее. Вот здесь в 80-е годы 20 века, например, стоял деревянный столик со скамейками. Сейчас и следа не осталось. Сохранению каких-либо культурных ценностей на острове не способствовала и хозяйственная деятельность в 20 веке. Так жилые домовладения на нем располагались до середины века. Строительство, а затем и послевоенное восстановление Мерефа Херсонского моста, строительство баз отдыха городских предприятий, возведение и установка самого большого в мире памятника Тарасу Шевченко в самой высокой точке острова не способствовали сохранению памятников древности или их следов. Но самое главное, на Монастырском острове никто никогда не проводил серьезных научных исследований. В дискуссии о монастыре упомяну очень хорошую статью Валентина Старостина «Существовал ли на месте нынешнего Днепропетровска византийский монастырь» от 2010 года, в которой он придерживается мнения, что если монастырь и существовал, то скорее всего на Игренском полуострове. Здесь я хочу возразить автору. Топономика Игренского полуострова не сохранила ни одного названия, связанного с монастырем или монахами. А вот память о давно уже несуществующем Усть-Самарском ретраншементе у жителей Старой Игрени в виде названия местности городок к югу от населенного пункта сохранилась и документально зафиксирована. А может, это память не только о крепости, а и о городе русов и кочевников, кто знает. Почему монашеская обитель на Монастырском острове мне кажется предпочтительней? Во-первых, расположение на высоком, незатапливаемом весенним паводком месте, защищенном рекой, имеет свои преимущества. Во-вторых, место относительно уединенное, что всегда предпочиталось монахами. К тому же место, овеянное легендой о посещении его Андреем Первозванным. В-третьих, рядом, но не близко, на противоположном берегу Днепра, расположено крупное поселение, что тоже немаловажно. Можно вспомнить Киево-Печерскую обитель. На момент основания достаточно уединенное место от тогдашнего Киева. Монастырь, скорее всего, был деревянный, а строительного материала вокруг было достаточно. И еще одна немаловажная деталь. По самой реке проходил известный торговый путь из Варя в Греки, помогавший поддерживать связь монастыря с Византией. Так что место для монахов, которые должны были нести свет христианства язычникам, я считаю идеальным. Я предполагаю, что именно монахи Монастырского острова и были теми, кто способствовал принятию христианской веры по греческому обряду Киевской Русью. Проверить или опровергнуть мою гипотезу смогут лишь серьезные исследования, как и археологические на острове, так и архивные. И я надеюсь, что найдется у Монастырского острова свой Генрих Шлиман или Фридрих Лау. В северо-западной части острова в 1994 году был установлен памятный крест византийским монахам. А в 1999 году построен православный храм Святого Николая. Но это пока только дань легенде о византийском монастыре, основанном около 870 года и разрушенном во время западного похода монголов около 1240 года. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.